Кемпинг называется кемпинг Шкрила, 3,5 звезды. Если имеешь карту Валамар или Акси-карту, как у нас, то получаете скидочку. Это очень приятно. Здесь находится ресепшн. Там сотрудники говорят на немецком, на английском, на русском плохо понимают. Здесь въезд. Ну, когда приезжаешь для регистрации, становишься здесь. Потом можно выезжать и заезжать. Сканируется номер, открывается шлагбаум. С левой стороны от входа в кемпинг есть небольшая игровая площадка. Есть магазинчик, в который мы зайдем. И следом можем видеть сразу ресторан. Даже люди сидят в ресторанчике. Есть мороженое там, и можно полноценно покушать. Цены, конечно, высокие, как в ресторане. Пойдем, зайдем, посмотрим, что здесь есть. Как в ресторане. Это и есть ресторан. Ну да. Ресторанные цены, я хотела сказать, да. Дорогие. Но бывают рестораны подешевле. Есть банкомат. Банкомат. В магазине расплачиваться здесь можно только наличными. И для удобства посетителей, чтобы больше купили, очевидно, люди могут снять деньги и расплатиться наличными, а не картой. Вот и смотрите, магазин в кемпинге. Достаточно большое разнообразие товаров. Здесь можно купить все необходимые товары, и хлеб, и капуста, и яйца, вот все есть. Даже не один вид сыров, пожалуйста, можно купить. Для детей соки, разные соусы, рыбные консервы. То есть магазинчик только для кемпинга. Достойный. Сыр 280 граммов. Ты возьми один, а я возьму другой. Есть холодные напитки. Тапочки завезли. Нет, это майонез. О, Вот примка. видур какой-то. Оранжевые, Наташень, какие? Какие? По-моему, мерят тапки. 36. У тебя 36? Я еще ничего не мерил. Красненькие еще есть. У меня 41, 42. По идее должны подходить. Не знаю. Працюєте. Вышли мы из нашего магазинчика, расплатились, купили для Вити тапки, которые мы забыли дома, чтобы по камням ходить, коралики. Мороженое. Еще одно мороженое. И кусочек сыра. Заплатили 33 евро. И 90 центов. И 90 центов, да. Все, уходим в своей машине. За ресепшн находится сервисный отдел для слива и залива. Для слива кассеты. Здесь можно слиться и залить чистую воду. Да, но для того, чтобы попасть в этот слив, если слив находится сбоку, то нужно подъехать очень близко к этой стене. Вот унитаз для слива. Вот там. Стоим мы на второй линии. Только для того, чтобы слиться, нужно либо выезжать, либо возить. Но практически везде находятся муравейники. Куча муравьев. На каждом месте находится питьевая вода. 4 крана. 2 на каждую сторону. И электричество. Это очень удобно. Пошли покажем санитарные дела все. Кемпинг выглядит очень ухоженно. Каждое утро убирают. Слышно, где-то траву стригут. Вот, очень ухоженный кемпинг. Несмотря на то, что 3 звезды, понятно, здесь нет бассейнов там и прочих развлекух там, как в 5-звездочных кемпингах, но очень уютный. Везде все чисто, нигде ничего лишнего нет. Здорово.
Также можно снять здесь домик. Стоимость примерно 130 евро в сутки. Домиков тоже много. К домикам паркоместа, чтобы машину поставить. В каждом домике кондиционер. Очень уютно. Ресепшн работает круглые сутки. Вот там за рестораном, вот там ресторан за рестораном, там есть еще одна точка для стирки, сушки и в том числе туалет и души. Она незначительно меньше, чем та, к которой мы идем. Там я смотрел, допустим, в мужском туалете 6 душей и 6 туалетов, а здесь 6 душ и 7 туалетов, по-моему. Ну, практически одинаковые. Везде не соринки, везде убрано, чисто. Не знаю, мне прям кемпинг понравился очень. Что самое интересное, мы сегодня пошли в эту старую башку, так сказать, с кемпинга в цивилизацию, а нас с цивилизации отправили замороженным в кемпинг. И мы посмотрели на ближайшее, что в ту сторону, что в ту сторону, ближайшая цивилизация, это этот кемпинг все равно. Здесь и магазин, и кафешки, рестораны, все работает. Дальше только какие-то такие вот забытые поселки, которые 3 месяца в году работают. Вот она, санитарная вся тема. Есть такие мойки для мытья посуды. 2 стиралки, 2 сушилки. Стирка стоит 10 евро, сушка 5 евро, если вместе, то 13. Это надо чилить, когда ждешь, пока постирается. Geschwindigkeit der SD-Karte niedrig. Die Aufnahme kann plötzlich stoppen. Что, карта с низкой скоростью? Ага, А ты не записывал на нее? по-моему, нет. Так, вторая попытка показать санитарные комнаты. На первой попытке закончилась память. На карточке. Заходим. Вода горячая, холодная. Есть душ. Тут есть душ, чтобы так купаться. Соленую воду все смыть. Умывальнички. С этой стороны души. Так она выглядит. 6 душей. И 7 туалетов. И там 2 писсуара. Все чисто, убрано. Каждый день убирают по утрам. Кемпинг выглядит очень достойно. А сверху ласточки гнездятся. Ага, да, им там сделали специальные для гнезд. И сеткой завесили, чтобы сюда не залетали. А то сидишь, а тебе на голову раз. И подарок пролетел. Это к деньгам. Сотрудники ездят на таких электрокарах. Вот сейчас забрали мусор в санитарной комнате, так сказать. Ну, в душевые туалеты. И поехали дальше. Не знаю, мне кемпинг очень нравится. Такой уютный как-то, да? Вообще как хорошо убрано, чисто, нигде не соринки, нигде ничего. Все отмечено. Вот паркоместо для такого-то домика, вот для такого-то. Чтобы не было никаких вопросов. Каждый понимает, знает, где его паркоместо, если надо машину паркануть. Здесь стоят камеры. Даже присутствует с пакетиками урна для собачьих Отходов. экскрементов. Магазин уже закрыт, а кафешка еще робит. Я, кстати, здесь еще пиво разливное не пробовал в кафешке. Надо будет сделать. Дома стоят очень компактно, но одновременно с этим никто никому не мешает. У каждого свой вход на другую сторону. То есть одни сидят, другие этого даже и не слышат, как люди отдыхают. Все компактно и одновременно с этим очень классно.
А вон, похоже, видно, как маяк мигает. Вон, видишь? Время от времени на том острове безлюдном. Да? Это первая линия. Мы располагаемся вон там дальше на второй линии. Здесь на первой линии есть на каждом месте по грилю и зонтики пляжные. С видом на море. Прям И на здесь море. выход к морю, к пляжу. Также здесь присутствует кафешка. В этой кафешке можно расплачиваться картой, в отличие от магазина. То, что в магазине только наличкой. А здесь можно картой. Здесь еще есть волейбольная площадка и небольшая там горка для детей. В кафешке можно коктейль заказать, мороженое взять, пиво в бутылках, пиво разливное, крепкие алкогольные напитки, кого желают, конечно, в такую жару на пляже не очень. Это уже когда ужинаешь, возможно, а так. Пляж не сильно широкий, но надо сказать, после Старой Башки этот пляж для кемпинга больше, чем пляж для огромного населенного, ну как огромного, для населенного пункта Старобашка, где апартаментов просто огромная куча, Да, а пляж, наверное, в половину меньше. там светится Старобашка. Да. Апартаментов там явно в несколько раз больше, чем здесь. Мест для автодомов и домиков однозначно больше. И тут еще за повороте, за вот этим утесиком, или как правильно сказать, за выступом каменным еще пляжи, которые относятся к кемпингу. Вот там дальше, да. Вон там. И с Вон той дальше стороны есть. еще для дава-кемперов тоже небольшой пляж. Тоже за этим. Вот люди туда пошли прогуливаться. А еще есть такая штука, чтобы песок и ракушку не тянуть, как обычно. Это бывает. Водичка. Ух. А здесь Как-то можно так. переодеться. И вот так мы тут расположились с фонариками. Сегодня пятница, очень оживленный кемпинг. Много машин приехало. В ресторане живая музыка. Надеюсь, ее слышно. Почти вальс. А вот мне интересно, это сами посетители просто приехали с баяном или это музыканты, которые по выходным здесь играют? Людей очень много, заметно оживился кемпинг, машин подъехало очень много, в ресторане людей полно, такая живая атмосфера, подпевают, подтанцовывают.